Джимми, ача. Жесть какая-то происходит. Люди берут вторую работу, третью, корячатся на работе за копейки. Ну как тебе жизнь в России? Попал в говно, сиди и не чирикай. Подорожали унитазы. Строить стали больше. Москвич гибрид с КамАЗом. Что не делай, танк получается. Слабые сигналы в поисках ответа через все свои каналы. Но ответов нету, в чем причина, ты не знаешь. Ответы где-то рядом, если в тишине ты слышишь слабые сигналы. Привет! Сегодня очень много новостей, но сперва я хотел бы сказать, что вчера мне исполнилось 50 лет. Мне надарили кучу подарков, но сегодня я сделаю подарок для моих подписчиков. В конце этого выпуска жди от меня специальный подарок. Ну и переходим к хорошим новостям. Сегодня не из зоопарка будут новости хорошие, а от ВЦИОМ. 67% россиян считают себя успешными в жизни, сообщает ВЦИОМ. Вот так вот. 67%. Это просто какой-то. Самое интересное, что это реальные результаты опроса социологического исследования ВЦИОМ. Давайте порассуждаем вместе. Как могли выбить из людей такие признания? Ну, например, берем в одну руку утюг, в другую паяльник и говорим: ну как тебе жизнь в России? Те говорят: все нормально, вообще успешно. Это один из вариантов. Второй. Людям предлагают $1 000 000 в обмен на то, что они, значит, ответят вот таким образом, что они успешны, да? В общем, предложите свои варианты, как можно выбить из россиян вот такое признание, да? Ну и, может быть, ты сам по дороге возьмешь и признаешься. Может быть, тебе тоже кажется жизнь успешной, и ты себя считаешь очень успешным человеком, тогда напиши мне обязательно, я жду. Ой, какая хорошая новость, ребята, светлое будущее москвича наконец наступило. Вот это название всегда вызывало во мне что-то такое, знаете, какую-то ностальгию, какую-то вот чулан старый открываешь, из него чем-то таким вот воняет. Вот название «Москвич». Мэр столицы Сергей Собянин объявил о том, что московский завод Рено переходит на баланс города, и скоро здесь возобновится выпуск авто под названием «Москвич», а затем еще и электромобилей. Ну вот ты бы сел в электромобиль под названием «Москвич». Вот честно, я лично себя пока не представляю. Может быть, придет какое-то время, да, когда я буду за счастье считать, или так, если не сел в электромобиль под названием «Москвич», то угроза жизни и смерти. Я не знаю, что должно произойти, чтобы я лично сел в электромобиль под названием «Москвич». Но если, конечно, других автомобилей не будет, и выбора не будет, будем ездить все на москвичах. Понимаете, ладно, я уже, в принципе, уже даже думал, ну, может быть, я попробую, посмотрю этот москвич, ну, а вдруг, ведь все меняется, технологии меняются, люди вообще работящие есть, которые могут создать все угодно. Но когда я дочитываю до вот этого места, я думаю, не. То есть, представляете, да? Смотрите, то есть будет снова налажен выпуск автомобиля «Москвич», а современную версию этой автомарки поможет выпускать предприятие КамАЗ. КамАЗ поможет выпускать «Москвич». Ребята, после этой фразы я подумал, нет, я подожду. Вот ты, когда купишь «Москвич», напишешь комментарий, как это было, «Москвич» гибрид с КамАЗом. Вот, ну тогда я тоже рассмотрю это устройство, но меня радует, ребята, что импортозамещение идет вот именно по такому пути, как у нас говорит, что не делай, один танк получается, да? Пылесос сделаем, так его потом поднять не можем, он 50 килограмм весит, да? 30 лет уже в России не может создать легковой автомобиль, ну что это за дела, ребят, ну реально, это же несерьезно, поэтому я реально большой респект московскому правительству, так сказать, даю, ребят, действительно шанс, ну, пожалуйста, переименуйте «Москвич» какой-нибудь другой бренд, назовите. Брендинг — это очень важно, что чувствуют люди при соприкосновении с твоим продуктом. Ну, что могут почувствовать люди с соприкосновением автомобиль «Москвич»? Ну, о чем у вас ассоциации, когда у вас в автомобиле «Москвич»? Ну, о чем, правда? Автомобиль! Не надо тащить вот это вот замшелое наследие прошлого, ну, реально. Знаете, а то Рено, когда поставляла в России какие-то машины, назвали Рено Калос. Ну кто Калос купит машину в России? Поэтому, ребята, если вы назвали машину «Москвич»,
Я вам серьезно говорю, вы отпугнули 3/4 потенциальных покупателей. Напишите мне, какие бы названия для новой автомарки могли бы мы с вами рекомендовать московскому правительству. Ну а вдруг они нас услышат, да, переименуют, и тогда продажи пойдут, и экономика России, ого, нальется. Вот тогда и заживем. Жду ваше наименование. Макдональдс объявил в 8-й раз, что теперь он точно уходит с российского рынка. Вчера на Ленинградском вокзале стояла часовая очередь, чтобы проводить этот Макдональдс. Но уходи уже ты, уже задолбал. Вы можете вот посмотреть на эти кадры. Я не стал занимать очередь, хотя на самом деле, когда вот Макдональдс только открывался в Москве, да, я видел эту 4-часовую очередь. На открытии была 4, сейчас часовая, поэтому все повторяется. Вот. Ну, давайте разберем подробно эту ситуацию. Инсайдеры говорят следующее, что все-таки активы Макдональдса будут проданы другой компании, и другая компания под другим именем продолжит работать. Рабочие места сохранятся, меню сохранятся и так далее. Вот. Но что это будет за Макдональдс штрих, мы не знаем. Например, в Венесуэле тоже есть Макдональдс, но только он делает картошку из батата. Ну, из местного вот этого. Вот. А, например, Макдональдс в России штрих мог бы быть так. Он делал вот эту бы картошку из репы, например, да. Как будет выглядеть Макдональдс, будет очень интересно. Давайте такой вот сделаем опрос. Вы же все ели в Макдональдсе, ну, хотя бы разок, да, ну, признайтесь уже, ну, признайтесь, да. Какое у вас любимое блюдо? Давай, напиши мне в комментарии, какое любимое блюдо в Макдональдсе у тебя было. Стыдно признаться, да, у меня пирожок с вишней. Пирожочек. В таком, в маслице вот это вот. Я знаю, что это самая вредная еда в Макдональдсе, этот пережаренный пирожок в масле. Ну ничего не могу с собой поделать. Ну вот. Поэтому я рад, что это вот теперь дерьма не будет больше. Все. Владелец банка Home Credit заявил о продаже своих активов. Ну, чешская инвестиционная группа долго владела российскими активами, в принципе, показывала себя хорошо на российском рынке, развила хороший бизнес и теперь продает этот бизнес Ивану Тырышкину, эту основателю, значит, Санкт-Петербургской биржи. Ну, я считаю, новость условно положительная, потому что, в общем-то, укрупняется вот эта вот группа инвестиционная, да, там, Санкт-Петербургская биржа, теперь у них будет банк и так далее. Формируется новая банковская группа в России с российскими акционерами, что есть неплохо. А что с унитазами? А вот что, в России подорожали унитазы. Рост стоимости сантехники в России по отдельным позициям за февраль-апрель составил до 70%. И больше всего в цене выросли смесители, раковины и унитазы в сегменте эконом. Вот видите, раньше унитаз стоил 5000, например, рублей, а сейчас будет стоить 8000 рублей. Ну, разница существенная. Учитывая то, что 30% туалетов, вот эта дырка в полу у них не было, и раньше никаких унитазов, то их это не коснется. Да. Я вообще не понимаю, ну как вот в стране 30% туалетов — это дырка в полу? Ну как это? Причем в некоторых учреждениях я прихожу, и там реально дырка в полу, но в керамике. Вы видели такие унитазы? Приходишь, там реально вот эти ступени и так далее, это дырка в полу в виде керамического очка. Ну это унитаз, что ли? Это керамическая дырка в полу. Интересно, вот эта дырка тоже подорожала, да? Если кто знает, если кто мониторит цены, напишите мне. Давай аналитически скажем, да. Итак, и давайте разберемся, кто зарабатывает на этом всем. Так вот кто. Китайские и турецкие поставщики активно пользуются ситуацией повышенного спроса, связанной с уходом европейских брендов. А европейские-то унитазы стоили дорого, да, так вот теперь китайские и турецкие, они берут, наценку большую ставят на свои эконом-изделия и зарабатывают больше. Откуда повышенный спрос на унитазы? Я не понимаю. Я не помню, что все, срать стали больше? Непонятно. Росрыболовство сообщило о нехватке сырья для консервных банок, сообщает газета «Известия». Вот. В общем, импортные поставки жести для банок сократились из-за новых экономических условий. Вот. И теперь материал в основном возят из Китая, хотя раньше у России были несколько импортеров металла и тары. Вы понимаете, что жесть какая-то происходит? Жесть!
привозят из Китая, да, и она подорожала, и поэтому консервы 28% подорожания. Да. Короче, в Рыбном союзе сказали, что вот эти вот подорожания консервов — это не последнее подорожание, будут еще. Думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь, но я коробочку консервов купил, шпроты. Ну, я люблю шпроты. Да, ребят, на самом деле активно дорожает все, чего у нас не производили, и теперь это привозить откуда-то дорого, да, или обходными путями, там, на перекладных, да, и так далее. Мы даже жестянку для консервов везем из Китая. Помните гвозди? Сейчас жестянка для консервов. Помните присадки для масел, да? Выясняется, как много всего можно делать в России, а мы этого пока не делаем. Поэтому наблюдайте за тем, что очень сильно дорожает, и берите это как идею для своего предпринимательского какого-то начинания или бизнеса. Ребят, много уже говорил, 20-22 мая можем вместе провести выходные. Будет хорошее настроение и алгоритмы, как присваивать себе ситуацию с выгодой для себя. Поэтому в описании будет ссылка, 20-22 мая, приходи, я буду лично сопровождать тебя в твоем пути к новому будущему. Отличная новость про ипотеку. В России в 4 раза сократилось количество тех, кого отипотекали. Да. В апреле 2022 года российские банки одобрили населению всего лишь 37 тысяч ипотечных кредитов. Все-таки 37 тысяч людей влипли, да. На 130 миллиардов рублей следует из статистики Бюро кредитных историй. По сравнению с мартом объем выданной ипотеки упал почти вчетверо. Да, вообще хорошая новость, ребята, когда в 4 раза сокращается количество людей, которым потом нести это бремя как удавку на шее, это хорошо. При этом, замечу, я бы не сказал, что условия ипотечного кредитования привлекательные. Двузначные проценты, понимаете, плюс комиссии, плюс скрытые комиссии, плюс какие-то страховки и так далее. Набегает конкретно, причем помните, основные вот эти вот деньги банки забирают в первый год-два. Многие говорят, а мы потом быстро рассчитаемся с ипотекой. Да что быстро? Первые 2 года, пока вы еще не рассчитались, с вас все вот эти вот драконовские проценты уже сдерут, потом уже бессмысленно спешить. Потом уж, если вы все говно съели, вы уж сидите там. Попал в говно, сиди и не чирикай. Я вам много таких инсайдов дам. В общем, короче, согласно данным Эквифакса, такого резкого сжатия в ипотеке не наблюдалось даже в начале пандемии 2 года назад, когда кредиторы не могли закрывать сделки из-за локдауна. Понятно? Видимо, люди в России все-таки умнеют. В России собираются создать новое движение детей и молодежи к столетию пионерии СССР. О, пионерия 2.0. Модно, модно. Короче, целью движения называют воспитание патриотизма, любви к родине и гражданственности среди детей и подростков. При этом отмечается, что членство в новой структуре не будет обязательным, во всяком случае так сообщается, в отличие от пионерии. Я был в пионерах, мне повязывали галстук, и я видел, как это все не работало в Советском Союзе. Но, во всяком случае, в конце Советского Союза, который я застал, я не застал там 70-е годы, 60-е, о них много рассказывали, что там пионерия, октябряти, не знаю. Я застал другое, поговорку такую: пионеры Башкирии, будьте готовы. Ладно. Все это было формально, все это было детям нахрен не нужно. Прекрасно помню, как это было и как это ни хрена не работало. Я тоже помню. Какие вероятности, что сейчас будет по-другому? Да 0, вероятность нулевая. Воспитание патриотизма людей, детей, будущих взрослых, любви к родине, гражданственности в семье начинается и продолжается. Лучше семью усиливать, лучше сделать семью снова великой, лучше создать поддержку семей, чтобы семьи, да, больше проводили времени с детьми, чтобы доход домохозяйства и семей позволял людям не корячиться на работе 14 часов в день, 7 дней в неделю и так далее. Вот и все. А при текущих уровнях доходов, когда люди берут 2-ю работу, 3-ю, да, чтобы прокормить семью и так далее, ну как такое возможно? Вот и все. Поэтому и придумывается всякая сублимация. Давайте, пока родители корячатся на работе за копейки, да, мы займемся их детьми. Ничего хорошего из этого тоже не выйдет. Как не вышло с пионерией, которая была в Советском Союзе. Голливудских кино в России больше не будет, вы знаете. Санкции, все.
Кинотеатры не имеют контента, все кинотеатры закрываются, люди перестают ходить, но мы не пропадем, без кино мы не останемся. Российские телеканалы в ближайшее время начнут показывать иранские фильмы и сериалы. Вот так вот, в 90-е мы показывали индийские фильмы, помните? Джимми, ача. Это просто какой-то. И отличная цитата, которая сопровождает эту новость, вот чтобы вы сейчас вот кайфанули, устраивайтесь поудобнее. Итак, великолепная игра актеров, богатые костюмы, хорошие режиссерские работы, интересные сюжеты — все это обязательно понравится российскому зрителю, рассказал глава культурного представительства при посольстве Масуда Ахмальда. Ребят, давайте так, пока мы ждем иранские кинофильмы, телефильмы и так далее, послушайте лучше подарок, который я для вас приготовил. Мне, еще раз повторю, надарили вчера миллион разных подарков. Спасибо вам большое, кто послал их мне по почте, принес лично и так далее. Но теперь я хочу сделать от себя для каждого из вас подарок. Это моя новая песня «Не сдавайся никогда». Послушай ее, и я хочу, чтобы эта песня стала для тебя неким знаком, вот неким переломным моментом. Вот до этого ты чувствовал себя, ну, возможно, не очень хорошо, но сейчас ты ощутишь прилив сил. И пока ты будешь слушать эту песню, я хочу, чтобы ты ощущал, мы вместе размножаем хорошее, чтобы плохому места просто не осталось. Не сдавайся никогда, не сдавайся никогда. Вся моя жизнь — это родео, опасный справа и слева, работая на пределе. Все мои дни — это гонка за целью, гонка, в которой обязательно нужно быть первым. Это сейчас все понятно, а раньше я не понимал, что со мной будет завтра. Плохие мысли об одном и том же, что жизнь — это тюрьма, а я ее заложник. И в этих мыслях далеко не просто, и эти мысли разъедали голову подростка. А там и беды, а там и болезни, но я решил закончить, вылезти из этой бездны. Одно решение изменило мир, одно решение, за которым все стало другим. Идти вперед, отрезать все былое, отрезать сразу жестко, будто бы бензопилой. Не сдавайся никогда, знай, все проблемы ты сможешь решить. Не сдавайся никогда, открой для себя ты новую жизнь. Бывает, думаешь, что будет дальше, бывает, делаешь, но получается как раньше. Бывает все, бывает ничего, и преподносит жизнь очередной урок. Бывает мысли запутанный хаос, бывает говорим себе, что уже заигрались. Бывает прет, бывает нет, но я нашел в себе правильный ответ. Кто не сдается, тот не проиграл. Море — это жизнь, а я ее капитан. Я вдыхаю свою силу, вдыхаю свободу. Я верю, что сумею, сделаю все, что угодно. Я знаю, что все не напрасно. Понимаю, наши цели будут достигаться. Отбрось все не создающие мысли. Скажи себе: я капитан своей жизни. Не сдавайся никогда.